финансовый клуб представляет. Есть люди, чьи имена, судьбы и дело всей их жизни неразрывно связаны с историей моего города. Ими гордится мой Красноярск. Их сложные судьбы, успехи и ошибки, одержимость и цена признания. Они избранные моего Красноярска. Представлять его вряд ли есть необходимость. Он известен, знаменит, успешен и востребован. Один из лучших баритонов современности, обладающий красивым тембром и выдающейся техникой бельканто. График его выступлений расписан на 5 лет вперед. Он меняет сцены и страны, с легкостью переходит с английского на итальянский и затем на русский. Его не без оснований называют образцом стиля и мужественности. Сегодня его имя известно на весь мир. Дмитрий Хворостовский. Вся моя жизнь – это моя интересная работа. Понимаете, мне очень повезло, что моя профессия мной очень любима. Это моя профессия, и мое хобби, и все мое свободное время, и вся моя любовь, и живу я этим. Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Жили Хворостовские тогда на улице Павлова. Отец, Александр Степанович, инженер, собрал великолепную коллекцию записей звезд мировой оперной сцены. Дмитрий Хворостовский с самого детства слушал классическую музыку – Бастианини, Карузо, Шаляпин, Архипова. Отец пел и музицировал на фортепиано. Мама обладала великолепным сопрано, поставленным от природы. Я, в принципе, с молоком матери я получил первые уроки музыки и прекрасного пения. И мать моя всегда, когда пела колыбельные, она вызывала, а этот голос ее, это пение вызывало у меня бездну удивительно каких-то разноплановых чувств. Но, как правило, я плакал. Почему-то, когда мама мне пела колыбельную, я плакал. И отец, который прекрасно владел инструментом и владеет инструментом, занимался фортепиано, и я слышал это с детства. И его занятия пением тоже не прошли даром. В принципе, то, чем он увлекался, передалось мне. Дмитрий Хворостовский учился в Красноярской школе номер 94. И в детстве, как и большинство обычных детей, гораздо больше любил играть в футбол с ребятами, чем посвящать время урокам. Больше всего не любил Дмитрий Хворостовский математику. И вообще свои школьные годы вспоминать он не любит. Знаете, у меня до сих пор снятся два типа кошмарных снов. Это что я должен в школе экзамены по математике сдавать. Это самый страшный кошмар. Математика была самым нелюбимым предметом? Абсолютно нелюбимым. Да, причем это по наследству мне передается не мне, а вот меня. Мой сын Максим, 6 лет, сейчас мучается по математике со своей мамой, с моей женой. Но она с ним занимается, и, в общем, он уже делает какие-то успехи. То есть, в принципе, может быть, он избежит этого кошмара. Я учился в 2 школах. В музыкальной школе, общеобразовательной. И, в общем, еще успевал играть в футбол, драться, не учить уроки ни в той, ни в другой. Но музыкально я успевал гораздо лучше.
в общем, умудрялся там получать хорошие оценки. Так у меня был талант. И, естественно, так как я занимался фортепиано, нужно было заниматься фортепиано каждый день, по несколько часов в день, чего я, естественно, не делал. Вот. И поэтому по специальности, то есть по фортепиано, успевал я не очень хорошо. Но зато все остальное было прекрасно. Дмитрий Хворостовский закончил Красноярскую музыкальную школу номер 4 по классу фортепиано и поступил на музыкальное отделение Красноярского педагогического училища имени Горького. Тогда там готовили учителей пения в общеобразовательные школы. После окончания музыкальной школы и общеобразовательной школы я хотел просто убежать от моих родителей, заняться чем-то, другим, что ли. Поехать на какую-то стройку далекую, подальше от своих родителей. Получить свободу, которую я всегда жаждал получить. Испытать себя, стать мужчиной. Отец взял меня за руку и привел меня в педагогическое училище Горьковское, на музыкальное отделение, где брали всех, кто заходил туда в штанах, так как там в основном были девочки. Учитель музыки и пения должен был осваивать и фортепиано, и дополнительный баян, и дирижирование хором, и целый цикл музыкально-теоретических и педагогических дисциплин. И, конечно же, постановку голоса. Первым преподавателем по вокалу в училище у Хворостовского была Галина Алексеевна Останина. Будущий учитель музыки и пения Дмитрий Александрович проходил практику в одной из красноярских школ и даже ездил в пионерский лагерь в качестве пионер-вожатого. Странно, с самого начала я полюбил петь. Сначала в хоре, потом стал уже заниматься отдельно вокалом и вокалом в училище у Галины Останиной. И занимался еще дополнительно вокалом. В общем, я совершенно моментально превратился в такого фанатика. И когда я запел, запел я очень рано, где-то в 16 лет уже я запел по-другому. То есть до этого я пел, пытался петь там популярную музыку, рок-музыку и так далее. А вот когда запел в хоре, запел уже сольно, 16 лет, с тех пор это вот и живет со мной. В 1982 году Дмитрий Хворостовский поступил на вокальный факультет Красноярского государственного института искусств в класс профессора Екатерины Константиновны Иофель. Это прославленная вокальная школа, известная сегодня на весь мир. Сама Екатерина Константиновна – легендарная личность и блистательный педагог. Вот я сегодня с ним работаю над определенными заданиями там определенные. Он приходит на следующий урок, все отработано. Это редкие студенты, чтобы так приходится по много уроков давать, чтобы отработать это. Дальше я иду дальше. И тогда я ему говорю: Дима, в искусстве нет конца, в искусстве есть только начало. Он даже где-то это в интервью сказал. Вот. Потому что конца нет. Вот. Дальше, значит, с третьего курса я уже садилась вот там вот в кресло. Он здесь стоял у рояля, пел. Я на него смотрела, он у меня с глаз читал. Как? Эмоционально, как надо петь. Она просто меня воспитывала. Она бросала меня из одной крайности в другую, из одной эмоции в другую. Она меня пробовала на выдержку, на мой характер. Она меня ломала, она меня рвала на куски, она меня заставляла смеяться и плакать. И все это она делала для того, чтобы я научился проживать, научился чувствовать на сцене. И это семя попало на благодатную почву. То, что умею делать я, практически никто не умеет делать. Дима это схватывал мгновенно. Причем я уже потом не подсказывала, а, допустим, Сане. Вот. И у него очень богатое воображение.
И он, конечно, было мне ясно, совершенно безусловно, со второго курса уже точно, что это очень одаренный человек. Только надо правильно учить, правильно вести. Уже в апреле 1984 года на творческом отчетном концерте института в Малом зале филармонии студент второго курса Дмитрий Хворостовский исполняет романс «Демона» на воздушном океане из оперы Рубинштейна «Демон» в сопровождении симфонического оркестра под управлением Ивана Шпиллера. Вот тогда я волновалась, потому что с симфоническим оркестром, и Шпиллер – это имя, это величина, и я волновалась. Но он спел очень достойно. Попасть в такие условия, где я начал развиваться и расти, и вот уже тогда превратился в какого-то необычного, что ли, певца. В общем, голосов таких бывает много, но певцы, которые умеют выразить, что они чувствуют, и выразить себя, не очень много. Студенты третьего курса Дмитрия Хворостовского приглашают солистом в театр оперы и балета сначала на партии второго плана, а затем и на первые партии. 30 декабря 1984 года Хворостовский запишет в своей записной книжке: «Мой первый спектакль в жизни. Верди. Риголетто. Партия Марулло». Как-то мы немножко сдружились. Именно вот после Риголетто пошла какая-то такая теплая волна между нами. У меня муж пел Риголетто, персонаж, а он такой же крупный, как Дима. Ну, Димка, мне кажется, сейчас вообще громадный стал, такой достойный такой мужчина. То был мальчик, пришел худенький. И он в конце спектакля, меня единственную, он поднимал на руки, когда ее убивают, эту Джильду, он поднимал меня на руки и кричал: «Вот где старца проклятие!» Там высокие ноты для баритона. Они не написаны, но некоторые, кто имеет, вставляет эти ноты. И Дима все время наблюдал эту картину, он всегда именно на эту сцену приходил посмотреть, потому что в этом мешке уже никто не занят из его персонажей. Это при дворе, вот он, Марулля, это значит все эти придворные товарищи. И он говорит, он потом сказал: я всегда прибегал посмотреть, как этот здоровый мужик берет на руки и поет, значит, ноты эти самые. И вот так они как-то разговорились, и прошла, я говорю, вот теплая волна между мужем и Димой, и они очень хорошо общались именно вот профессионально, а потом мы подружились, ходили друг к другу в гости. С 4 курса началась подготовка к конкурсам. В 1987 году Хворостовский становится лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов, проходившего в Перми. В этом же году в Баку проходит всесоюзный конкурс вокалистов имени Гленки. Известная оперная певица Ирина Архипова, долгое время возглавлявшая жюри этого конкурса, лично вручает Дмитрию Хворостовскому диплом победителя. Мы искренне за него болели. Но мой муж ему сказал такую вещь, потому что он когда-то сам принимал участие в конкурсах. Говорит: Дим, ты знаешь, ты, конечно, поезжай, но ты знаешь, вряд ли. Это такая гадостная штука, эти конкурсы. Там очень трудно пробиться, и там все свое, и все замешано, и все закручено. Он так говорит, так посмотрел на него, опять же, вот так, надев маску высокомерия, говорит: а я еду только за премией. Он говорит: ну давай, молодец. Молодец, только так. Как он поет, я знала. И поэтому я сказала, что если кто-нибудь так же еще споет, значит, ты ничего не получишь. Потому что там вагоны везли. У меня вагонов нет. Я говорю, вот если ты оторвешься, то есть лучше всех, никто так не споет, вот тогда уже деваться будет некуда. Он мне когда позвонил, оторвался. И я смотрела передачу по телевидению, была. Ему аплодировали 20 минут. Потом он мне как-то говорит: ну сколько я еще буду ездить на эти конкурсы? Я говорю: Дима, только еще на один, в Кардифф. В 1989 году в Великобритании, в городе Кардифф, состоялся традиционный международный конкурс вокалистов, проводимый радиовещательной корпорацией BBC. Состав участников очень сильный. Условия конкурса настолько жесткие, что победитель получал почетное звание «Лучший певец мира». В том году для участия в конкурсе в Великобританию съехалось более 200 человек. In the Silence of Night, accompanied with equal mastery by Ivari Ilya.
перстам послушную волос. Волос твоих густую прядь из мыслей изгонять и снова призывать. А в Кардифф, когда он ехал, у него не было смокинга. И Георгий Васильевич отдал ему свой смокинг, который ему шил Свердловский какой-то потрясающий портной, который вообще делал чудеса. Но поскольку Дима был тогда немножечко более щуплый, но он забрал этот смокинг, съездил в Кардифф и вернулся. Нет, он там купил. Он в долг, понимая, что премия ему светит, он в долг покупает себе шикарный там смокинг тоже, по-моему, да. А этот вот в чемодане привез год. The winner of the 1989 Cardiff Singer of the World competition is Dmitry Khavorostovsky. Well, all the expert opinion in the end had it right. Dmitry Khavorostovsky receives the Stuart Crystal Trophy. In fact, takes the Stuart Crystal Trophy from the Lord Mayor's hand and holds it aloft. Певцом мира стал Хворостовский. Член жюри конкурса в Кардиффе, авторитетный музыкальный критик Риццо писал: «Время от времени случается чудо. Пред нами предстает волшебник, способный буквально околдовать аудиторию, полностью ее заворожить». 20 лет назад таким нам явился Паваротти. Сейчас Хворостовский. Сразу все услышали, что Дима, оказывается, хороший певец. Он уже, вот я говорю, он пел Елецкого у нас. Это наисложнейшая партия для баритона, начинающего, студента. Она очень... Чайковский вообще сложен. Он вот, когда идеальное пение, идеальная игра, кажется, господи, какая простая, красивая музыка. Ну что там можно такого трудного сделать? Он очень сложный, если ты не владеешь техникой пения. Причем высокой техникой надо владеть, иначе все это будет очень коряво звучать. Сразу слышно у Чайковского, если что-то не туда. Вот. И он очень достойно это пел. Ну, все ходили так. Ну, никто не слышал, понимаете, у всех бананы в ушах. Я думаю, да что ж такое, ну почему такое восприятие? Ведь здорово поет парень, здорово. Причем он настолько это самоуверенно это делал, достойно. И только когда вот получилась премия из Кардиффа, да, вот он распелся, да, вы знаете, вот он, да. После победы в конкурсе в Кардиффе Дмитрий Хворостовский продолжает работать в Красноярском театре оперы и балета. В 90-м году ему присваивают звание «Заслуженный артист России». Став известным после победы на международных конкурсах, Дмитрий Хворостовский получает многочисленные предложения о выступлениях в театрах и концертных залах всего мира. Победив, я ощутил в себе силу, ощутил в себе возможности, почувствовал уверенность, начал побеждать дальше. И, в принципе, все это настолько как-то закономерно и естественно, что, в общем, я очень благодарен судьбе. Я помню спектакль «Трубадур» Димин, у меня есть запись. Он поет графа Ди Луну, и они фехтуют во время пения. Труднее Верди, это же безумно красивая музыка, и если ты нарушил кантилену подергушками дыхание, то все это уже поперек. Скачет, как этот самый, знаете, вот взаправду, и поет при этом. Тенор был не на уровне, Дима был просто вихрь. Боже мой, думаю, господи, какой молодец.
Генеральный партнер проекта – Банк «Международный финансовый клуб». Партнер проекта – завод «Красцветмет». Информационная поддержка Стив и Бартон. Сегодня мало кто знает, что в течение нескольких лет в России все концерты Дмитрия Хворостовского были исключительно благотворительными. Фонд музея Шаляпина, фонд реставрации Большого зала консерватории, в Красноярский институт искусств. И когда речь зашла о здоровье его любимого педагога Екатерины Константиновны Иофель, помощь последовала незамедлительно. Я лежала в больнице, мне сказали, что мне нужно делать шунтирование, то есть ставить 3 шунта на сердце. И мне сказал тот зав. Отделением, который не видел, говорит, что только вы знаете, Кристина, надо, чтобы это делали не здесь, а вот в Вильнюсе там, говорит, очень хорошая частная клиника. А Дима позвонил по телефону, узнал, сколько это стоит, и перевел туда деньги. У меня этих даже денег в руках не было. Он оплатил эту операцию. Сегодня Дмитрий Хворостовский живет с семьей в Лондоне и выступает на прославленных театральных площадках всего мира. Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Мариинский театр. Но несмотря на многочисленные и непрерывные триумфы, Дмитрий Хворостовский всегда помнит наставление своего педагога Екатерины Константиновны. «Дима, в искусстве нет конца, есть лишь начало». Ну, регалии же за тебя не поют, медали там и прочие награды. Поэтому, когда ты на сцене, ты как бы раздетый. То есть на тебя, представляете, сколько зрителей, сколько пар глаз на тебя смотрят. И многим не интересно, кто ты есть такой. Гильда! Когда ты на сцене, ты начинаешь все с нуля. Доказываешь прежде всего себе и людям, кто ты есть такой. Не то, что ты доказываешь. Нет, я неправильно выразился. Демонстрируешь? Нет. Ты проживаешь, ты беседуешь, ты открываешь объятия свои для зрителей, для твоей публики. И начинаешь с самого начала. В глухой далекой стороне вагон был он рабочения. Дал когда-то наставление, а девочка, которая пренебрегала смиренной долей, уже ли то она была равнодушна, как смела? Но что со мной, я как во сне, что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой, а сцена, сытность и вновь свободою восстановлю. А вы знаете, я давно уже не пою Татьяну. И, конечно, у меня не было ни в обиду другим партнерам сказано. Во-первых, первый партнер самый дорогой, и он настолько это... Он не с позиции, я уже все знаю, я тебя сейчас научу, как, потому что попадаются такие. Ты туда не ходи, ты не туда должна пойти. Мы совместно делали эту работу, это было настолько, знаете, по сердцу.
Поэтому я помню, я ехала на гастроли откуда-то, где-то у меня что-то было, и я приехала на гастроли позже всей труппы, и первый спектакль «Онегин», а у меня температура 39. А спектакль с Димой. И они, значит, все в панике, что делать. Там одна певица, чересчур не подходит, другая как-то не хотят ее ставить. Я говорю, я спою этот спектакль. И помню, мы с ним во время спектакля, он когда уже в заключительной сцене, потому что в первых сценах мы с ним не трогаем друг друга, а в заключительной сцене, когда он тебя умоляет, что открылись глаза у человека, он понял, что он ее любит, и там уже есть соприкосновение. И вдруг в паузе он говорит, Ларочка, какая ты горячая. А у меня ангина начиналась. Просто первый и последний раз в жизни я никогда не болела ангинами. Вот так было. И поэтому я говорю, это дорогого стоит, когда вот ради партнера, я не хотела, они бы поменяли Диму, они бы поставили другого Онегина, потому что Татьяна, все-таки ансамбль же, конечно, должен, желательно, чтобы был. И вот мы тогда пели этот спектакль. Нет, хорошее было время. В середине 90-х годов Дмитрий Хворостовский вместе со своим партнером и пианистом Михаилом Аркадьевым исполняет вокальный цикл Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь». Свой час и время, ветра стекают песню, а песня гонит мне. Лети, лети, лети. Георгий Васильевич был так благодарен Хворостовскому за этот проект, что посвятил ему свое последнее сочинение – вокальный цикл на стихи Блока «Петербург». Это молодые, более молодые артисты, которые приходят на смену нашим великим мастерам недавнего прошлого. Вот и Дмитрий Александрович Хворостовский, один из таких выдающихся артистов, которые, так сказать, с большим достоинством несут славу русского искусства по всему миру. Путеводной звездой для него долгое время была труднейшая партия Риголетто, впервые исполненная в 2000 году на сцене Московского театра «Новая опера» под руководством Евгения Колобова. Я его обожаю. Обожаю именно чисто человечески, что он не снимает сливки со своего имени, успеха. Он очень мучается, когда что-то не получается. Искренне мучается, я это знаю. Я просто счастлив, что я с ним знаком, с ним имею. И что есть такие люди. Еще убеждаюсь, чем люди выше, тем они проще. Только нули из себя хотят больше дуты какие-то, а вот он человек. Он всегда был очень открытый, простой, нормальный человек. И именно его искренность, поэтому мне было легко с ним работать. Человек неискренний, фальшивый и чего-то там скрывающий никогда не может петь так, чтобы за душу хватало. А он поет, по-моему, так. Самых честных правил, когда не в шутку за него. Уважать себя заставил, и лучше выдумать него, его пример другим наука. Но, Боже мой, какая скука, с больным сидеть и день и ночь.
2004 году на Красной площади состоялся сольный концерт Дмитрия Хворостовского с оркестром и хором. Концерт транслировался в прямом эфире на 37 стран мира. 9 мая 2005 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт Дмитрия Хворостовского, посвященный 60-летию Великой Победы. Затем последовал концертный тур певца по городам России с программой «Песни военных лет». Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Дмитрий Хворостовский считается рекордсменом по отказам среди великих певцов мира. Он отказывается от выгодных контрактов, если ему чужда эстетика постановки, если он считает себя не готовым к той или иной роли. Я стремлюсь постоянно. В принципе, музыка и моя профессия, или вообще любая театральная профессия, она вот несколько напоминает, что ли, текущую воду. Вот вода течет, ты в нее заходишь, в одну воду заходишь, а вода уже изменилась. Вот так вот и наша профессия, музыка. Невозможно это дважды повторить. Поэтому те же самые, допустим, названия, которые ты поешь там, в сотенный раз, там, тысячный раз, все это происходит совершенно уникально, по-новому, иначе, лучше, хуже, но по-другому. Вот. Естественно, с какими-то новыми названиями я тоже постигаю, перехожу на какую-то определенную для себя новую высоту. Для меня все строится как вот на таких вот высотках. Я иду по какой-то нескончаемой дороге вверх. Не знаю, вверх. Может быть, в сторону или куда-то я иду, но постоянно движусь. И для меня это прежде всего, без этого я не мыслю себя, не мыслю своей жизни. Вы сомнения, влюблен, как мальчик, полный страсти юной, пускай погиб, наверное, прежде. Ослепительной надежды душу волшебный яд желаний опьют несбыточной мечтой. Везде он предо мной, но прожженный дар мой. Везде он предо мной. Его репертуар постоянно пополняется. Новые постановки опер, вокальные циклы, народные песни и романсы. Ни одно его выступление не обходится без восторженных рецензий ни у нас, ни за рубежом. В 2009 году Дмитрий Хворостовский выступил в новом амплуа в совместном с Игорем Крутым проекте «Дежавю». Ну, я вообще не из тех, которые так плачут, злятся, жалуются. Я плакала. Это было просто гениально, он спел это.
музыка знакомится, проходит через тебя. Ты как проводник, поэтому ты должен быть кристально чистым и как оголенный нерв. Потому что иначе музыка через тебя не пройдет, она останется здесь, и до зрителя она не дойдет. И зрителю будет скучно. И тогда, может быть, кто-то начнет думать о твоих регалиях, и это ему как-то поможет и успокоит. Но в основном нет. Каждый раз я что-то слышу в нем новое. Я слышу его... То, что раньше было, знаете, как он брал молодостью, красотой голоса. Он и сейчас молодой для певца. Он просто молодой, тем более он мужчина. Сейчас я вижу, сколько нюансов, сколько красок есть в его подаче, его голосом. Он уже не стремится, знаете, показать, что да, вот у меня еще запасы, я вот сейчас вам как выдам, и вы тут все от моей волны голосовой. Нет, он поет теперь уже, вот знаете, таким тонким чутьем мастера. Дмитрий Хворостовский много работает и много чего достиг. Его карьера складывается настолько легко и неправдоподобно просто. И только самые близкие знают, как тяжело ему добиваться поставленных самим перед собой целей. Он живет и работает по всему миру, и многие упрекают его в этом. Георгий Свиридов сказал: Дима Хворостовский – человек русского воспитания, русской глубины и русских традиций. С появлением детей в моя жизнь и вообще смысл жизни несколько изменился. Ради улыбки твоего любимого человека можно сделать все и перевернуть горы можно. И тогда твоя жизнь обретает совершенно иной смысл. И когда ты видишь вот эти вот маленькие существа, которые на твоих глазах становятся людьми, которые растут и становятся лучше тебя, ты понимаешь, что ты есть не самое главное в твоей жизни. И все, что тебя, вот твоя карьера и прочее, это не самое главное. Mi chiedono, tutti mi volano, donne ragazze, vedi fanciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto mi lieta, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto mi lieta, Figaro, 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 ohimè, che furia, ohimè, che folla, alla volta, per carità, per carità, per carità, alla volta, per carità. Figaro, son qua, e Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Sono sottissimo, sono come fulmine, sono fontano, felicità, 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 felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. Che apertura non dichiarà, sono spadato e la città, sono spadato e la città, e la città, e la città, Более 20 лет назад Дмитрий Хворостовский стал лучшим певцом мира. Сейчас его называют человеком мира. Своим родным городом Хворостовский считает Красноярск. И я горжусь тем, что живу в его городе.